А вам не кажется, что чем больше вы накапливаете, тем меньше у вас становится? Вам никогда не казалось, что распределить свои средства куда выгоднее, чем накапливать? Блокчейн принес нам прекрасное понимание того, что распределение намного выгоднее, чем централизация. И накапливание капитала – это централизация капитала. А вот распределение капитала оказывается более экономически выгодным. Нам всем давно известно выражение о том, что не надо хранить все яйца в одной корзине. Но когда вы храните основные сбережения в фиате, вы именно то и делаете. Вы складываете все яйца в одну корзину. Второй момент заключается в том, что блокчейн уже не раз показывал, что лучше распределить свои сбережения по нескольким проектам. Распределение средств по разным проектам не только уменьшает риски потерь, но также увеличивает вероятность получения прибыли. С самого детства нас всех учили накапливать, но, как показывает практика, накопление еще никогда не привело человека к обогащению. Капитал требует движения, и когда мы распределяем свои средства, мы как раз и создаем движение капитала, а когда мы накапливаем средства, мы стагнируем капитал, и этот капитал чахнет. Старые формы накопления перестают работать. И вот уже люди начинают сдавать свои средства в банк не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы не потерять. Но если мы посмотрим правде в глаза, банки тоже никогда не занимались накоплением. Они занимались движением капитала. Они принимали капитал от одних, чтобы передавать его другим. И если раньше банки были генеральными поставщиками ликвидности, то теперь генеральными поставщиками ликвидности становится сообщество. Сообщества не накапливают свои ценности, они создают свои ценности, после чего распределяют их по другим сообществам, в результате чего ихние ценности становятся только более ценными. Получается, что когда вы создали какую-либо ценность и распределили ее по другим сообществам, это становится более ценным. Простое создание и накопление ценностей не делает их ценными. Ценность приносится в результате распределения ценностей по разным сообществам. Потому что ценность – это не какое-то свойство. Ценность – это то, что появляется в результате распределения. Самые успешные криптопроекты – это не те проекты, которые создали монеты и большую часть оставили себе. Это те проекты, которые создали монеты и распространили их по максимально большому количеству людей. Концентрация монет в руках малого количества участников обесценивает проект, потому что решения будут приниматься не огромным сообществом, а малой группой. И как показывает практика, малая группа всегда допускает большие ошибки, в то время как сообщество, даже если и допускает ошибки, то они незначительные. И вот получается, что если проект не распределит свои монеты, он будет барахтаться на дне. А если проект эффективно распределит свои монеты по максимально возможному количеству участников, такой проект взлетит ввысь. В наше время проекту, чтобы хоть как-то оторваться от земли, надо перевести свою деятельность на блокчейн. Но, как показывает практика, одного блокчейна для реальных высот недостаточно. Проект, который не только переведет свою деятельность на блокчейн, но и также распределит свои токены по максимально возможному количеству участников, добьется куда больших высот. Но и этого недостаточно для того, чтобы оказаться совсем высоко. И если блокчейн является первой необходимой ступенькой для подъема проекта, а распределение токенов является второй необходимой ступенькой для проекта, что же является следующими ступеньками? Если проект закрывает реальные потребности реальных людей, то он окажется на реальной высоте.
если проект нужен не только создателям проекта и сообществу вокруг проекта, а нужен всему человечеству в целом, он никогда не станет заброшкой. Он будет продолжать находиться на тех высотах, которых он достиг. И, кстати, вон там внизу мы можем увидеть централизованные проекты. Еще не все из них потонули, некоторые продолжают барахтаться, но все они окажутся на дне. Вот мы и покидаем старое индустриальное прошлое. Мы теперь можем смело шагать в новое цифровое будущее. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Фарклок. Самое главное, оставьте все свои переживания в прошлом. Ничего не бойтесь, замените страх на страсть и тягу к познанию. И вместе будем шагать в децентрализованное будущее.